Овны, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем разбирать интересную тематику, как в продолжение предшествующих тем. Сегодня у нас будет тема – это астрология болезней. Или будем смотреть кармические болезни конкретно вашего знака зодиака. Почему именно кармический, с чем это связано, с чем это обусловлено? Просматривать мы, конечно же, это будем с точки зрения и астрологии, и Таро, смотреть взаимодействие, взаимосвязь, потому что это в большей степени даст вам ёмкую информацию и, как следствие, поможет, не то чтобы избежать каких-то моментов по здоровью, но в чем-то себя предостеречь. В любом случае, каждому напоминаю, что эта информация является общей для представителей вашего знака зодиака. Наиболее точной и точечной она будет, исходя из вашего индивидуального гороскопа, то есть построения натальной карты. Вы можете ее построить либо самостоятельно, либо обратиться за этим к астрологу и, как следствие, так сказать, ее раскрыть, расшифровать. Ту информацию, которую я сегодня буду подавать, она будет показывать основные тенденции, которые характерны для представителей вашего знака зодиака. Но у кого-то это в большей степени может отыгрываться по Солнцу, у кого-то по асценденту. Поэтому смотрите, сопоставляйте, сравнивайте. В любом случае помните, что это пища для ума и размышлений, и, возможно, это вам даст понимание, на что нужно обратить внимание, в чем себя предостеречь, чтобы улучшить качество своей жизни. Итак, почему все-таки астрология? Почему с точки зрения астрологии мы будем смотреть? Потому что, в принципе, еще во времена Гиппократа, это греческий философ и врач, говорили, и он так говорил, что врач, который не разбирается в астрологии, не имеет права называть себя врачом. Потому что взаимодействие и влияние планет на системы организма человека, оно уже доказано напрямую, и как следствие могу вам показать, что конкретно знак зодиака Овен у нас соотносится и отвечает за верхнюю часть головы. Это сейчас мы все подробно с вами разберем. Представила вам, так сказать, наглядным образом. Но почему современная медицина не прибегает к помощи астрологии? Да? Вот вы сможете задать такой вопрос. Потому что нельзя ориентироваться только на один солнечный знак, то есть, иными словами, на знак зодиака. В идеале наиболее правильно рассчитывать только индивидуально, но тем не менее понимание общих тенденций позволит вам избежать каких-то ошибок и укрепить ваше состояние здоровья. Итак, на что вам необходимо обратить внимание? Какие факторы могут влиять на состояние здоровья и предрасположенность к заболеваниям? Первое – это знак зодиака, в котором находится у нас Солнце. Второе – это у нас знак, который является противоположным знаку рождения, то есть находится в оппозиции к солнечному знаку. Для представителей Овнов у вас, конечно, вашим знаком-антагонистом это будет знак зодиака Весы. То есть, чтобы вы понимали, потому что это будет непосредственно 1 и 7 ось. Если мы будем смотреть асцендент, почему? Потому что восходящий знак, он также во многом определяет нашу внешность, общее физическое состояние и здоровье человека. А также, допустим, знак зодиака, который может содержать стеллиум, то есть это группа из 3 или более количества планет, которые находятся у вас в том либо ином знаке зодиака. Ну и, конечно же, астрологические дома, которые в большей степени будут показывать, что у вас по состоянию здоровья происходит. Вы скажете, какие дома несут информацию о болезнях? В первую очередь это у нас ось 6-12 домов, а также это у нас будет с вами ось 2 и 8 домов. О чем они говорят? В первую очередь, почему мы не анализируем всю натальную карту, а вот смотрим, может быть, точечно, да, какие-то моменты. Потому что ось 2-8 домов – это все, что у нас непосредственно касается критических ситуаций, кризисных ситуаций. То есть это могут быть и клиническая смерть, и просто насильственная, и какие-то просто кризисные состояния. А ось 6 и 12 домов у нас показывает, в принципе, сами по себе ситуации. Потому что если мы будем рассматривать с вами 2 дом, то это то, что наработал сам человек, так сказать, своим отношением к здоровью, то есть ваш режим дня, ваш образ жизни, то, как, если у вас вредные привычки. 2 дом – это те ресурсы, та энергия, которую вы создали сами. 8 дом, если мы будем рассматривать, то это в первую очередь у нас ситуация, когда это идут вопросы наследственности, то есть родовые какие-то вещи, которые мы прорабатываем.
Сам же 6-й дом, он показывает результат или манифестацию болезни. То есть если здесь это 2-й, 8-й дом, это у нас причины, то есть по каким причинам мы болеем, то 6-й дом у нас будет показывать уже результат, само наличие болезни, ее выражение. Ну а 12-й дом у нас всегда показывает то, что мы отрабатываем за предыдущее воплощение, то есть нашу карму. То есть это кармические болезни, хронические болезни, могут быть вопросы инвалидности и прочего. Ну, то есть здесь по 12-му дому это то, за что мы отвечаем, иными словами, за прошлые жизни. Конечно же, по 1-му дому также мы можем видеть травмы, потому что поскольку 1-й дом у нас это наше «я», это наше самовыражение, поэтому по 1-му дому могут проходить травмы. То есть, грубо говоря, изменение формы физического тела. То есть это могут быть там и шрамы, и какие-то недочеты и прочее. Ну, имеется в виду, здесь могут быть какие-то увечья именно физического тела. Но давайте все-таки поподробнее остановимся на вас и будем смотреть, за что же у нас отвечает знак зодиака Овен. Не зря я вам дала вот такую вот картинку, инструмент, чтобы было понятно, верхняя часть головы. Почему именно верхняя часть головы? Овен у нас отвечает за голову, лицо, волосы. И, безусловно, если вы яркий представитель этого знака зодиака, что значит яркий? То есть у вас и солнце, асцендент находится в Овне, то чаще всего, скорее всего, у вас бывают головные боли, мигрень. Вы можете часто посещать стоматолога, и не потому, что там зубы, простите, портятся, это могут быть проблемы и десен, это может разъезжаться зубной ряд, это могут не приживаться импланты. С чем это связано? Потому что в первую очередь в жизни, кто родился под этим знаком, в первую очередь гордость играет особенную роль. Поэтому страх неудачи всегда заставляет вас делать все возможное для достижения цели. То есть делать как можно быстрее, за что бы вы ни брались. Вы быстро ездите, вы быстро двигаетесь, вы быстро работаете. Отсюда есть вероятность несчастных случаев, особенно при работе с механизмами или транспортными средствами. Потому что огненная сила Марса, она будет способствовать чудесному вашему выздоровлению. А до тех пор, пока вы будете сохранять вашу сексуальную активность и энтузиазм, жизненная сила будет наполнять ваше тело здоровьем. Поскольку хозяином у нас, как вы знаете, Овна является Марс, он связан с верхней частью головы, лицом, без нижней челюсти, то есть это мозг, это гайморовые и лобные пазухи, это глаза, это зубы, нос, и в первую очередь это вопрос циркуляции, это кровообращение мозга. Марс, помимо всего прочего, он обеспечивает питание мозга кислородом через циркуляцию крови. В астрологии Марс, он представляет принцип активности. То есть в организме это мышечная активность, которая усиливает газовый обмен. И чем лучше работают ваши мышцы, тем более физически активным вы будете. И тем более лучше ваши клетки будут насыщаться кислородом, и тем меньше вы будете болеть. И если ваша энергия Марса не будет использоваться в полной мере, это будет приводить к различным травмам. Вот когда вы чем-то будете недовольны, это, знаете, такая ситуация, когда вы часто ушибаетесь, травмируетесь. Это могут быть воспалительные заболевания, головные боли, расстройства мозгового кровообращения. И более того, здесь может идти просто и проблема с циркуляцией крови, и обеднение вашей энергии. Очень часто непроработанный правильно Марс, он свидетельствует о сильной раздражительности человека, которая забирает у него все силы. И вот эти постоянные выбросы адреналина, они могут приводить вас к нервному истощению. Ну а соответственно, когда организм ослаблен, начинаете вы цеплять различные болезни. Вообще, скажем так, одна из главных характеристик, или назову так, болезни, которые характерны для вашего знака зодиака, это воспаление, это лихорадки, это невралгии, потому что неиспользованная энергия Марса, она обращается против вас самих и может причинить большой вред вашему здоровью. Поэтому в профилактике заболеваний обязательны занятия спортом, которые укрепят ваше здоровье и сделают вас более сильными и выносливыми. Помимо того, вам в жизни крайне необходима самостоятельность. Вам
невыносимо важно чувствовать, что очень многое в жизни зависит от вас. Поскольку вообще, в принципе, Марс особенно силен в мужских картах, то и это утверждение справедливо для всех мужчин, представителей знака зодиака Овен. Потому что именно ощущение себя хозяином положения делает вас сильным, уверенным в себе, но и девушкам, и женщинам с сильным Марсом вам крайне противопоказано рабское подчинение, иначе это все будет выливаться в проблемы со здоровьем. Вы, конечно, можете покопать глубже, изучить психосоматику болезней, но мы будем анализировать ваше состояние, делать анализ домов. И вот именно анализ домов даст вам возможность определить предрасположенность каких-либо ваших систем к заболеваниям. Кстати, это подтверждается не только астрологическими методами. То есть существует такое направление в медицине, которое раньше называлось психоэндокринология, а теперь называется нейроэндокринология. Оно говорит, что небольшие изменения в гормонах сразу после рождения могут определять состояние здоровья человека на десятки лет вперед. Соответственно, можно продиагностировать человека на много лет вперед. Это достаточно близко к астрологии. Но астрологический опыт показывает, что по карте мы можем диагностировать очень поздние заболевания, то есть те, которые наступят не скоро. Это говорит о том, что это все закладывается в самом начале. Итак, Овны. За что же вы отвечаете? Первый дом — это у нас, как я уже говорила, голова, глаза, лицо. Это вопросы воспаленного рта. Это, кстати, могут быть вопросы и проблемы, связанные с волчанкой. Потому что все, что здесь идет по первому дому, и заболевания, которые, в принципе, все присущи голове, это такие даже, кстати, могут быть как оспа, гнойники, угри. Это вопросы внутричерепного давления. Это шрамы на голове, это травмы головы, это проблемы с глазами, то есть может резко падать зрение. Но вот даже какие-то не сильные, но частые головные боли, они для вас могут послужить началом заболевания, поэтому вам крайне важно прислушиваться к своему состоянию. Не следует перерабатывать, когда ваш организм требует отдыха, потому что чрезмерная нагрузка, она окажет сильное воздействие на развитие болезней. И, кстати, еще такой момент, не для всех, но тем не менее, многие из овнов являются метеозависимыми, потому что именно головные боли, мигрени и высокое давление могут указывать на скорое сильное изменение в погоде. Помимо всего, из-за того, что вы все-таки у нас люди, которые переживают за все и вся, могут находиться в состоянии неврозов, вам характерны для вас невралгии, кожные заболевания. И на нервной почве здесь могут быть моменты нарушения пищеварения, потому что постоянно в состоянии стресса. Сейчас. Видите? Десятка мечей. Основная ваша проблема, если смотреть голову, это когда вы сами себя изводите. Поэтому здесь даже добавить нечего. Уж как есть. И еще такой важный момент. Напоминаю, что для каждого знака зодиака, знак, который у нас находится в оппозиции к солнечному, в вашем случае это будут весы, то есть для вас могут быть еще характерные заболевания, которые соотносятся с противоположным знаком. Поэтому также могут быть проблемы, связанные с почками. Не у всех овнов, но тем не менее. А вообще, если так разбираться, то многие проблемы функционирования органов связаны с чрезвычайными психоэмоциональными нагрузками. Но еще ваша, знаете, проблема в чем заключается, хотя парадокс, но даже я анализирую по своим клиентам, среди овнов достаточное количество врачей, но ваша планета-покровитель Марс настолько вас делает упрямыми, что даже сами врачи не желают тратить время на врачей, поэтому есть опасения осложнений. На что вы должны еще обратить внимание? Поскольку у нас Марс отвечает за активность, напор, воинственность, и если вы, люди, которые рождены под этим знаком, малоподвижны, то Марс будет постоянно вам давать реакцию организма. Такое, как кожное высыпание, дерматит. Ну и помимо всего прочего, это могут быть риски менингита и лихорадки. Кстати, вам нужно всегда держать голову в тепле. И если вы не будете проявлять активность, то тело начинает болеть. Помимо прочего, если вы еще и постоянно недовольны этим фактом, то по психосоматике вывихи, ушибы, переломы.
Если же в натальной карте у вас Марс расположен в первом доме, то велика вероятность, что у таких людей есть еще и шрамы на лице. Самая главная такая компенсаторика всех заболеваний по Овну – это активная деятельность и спорт. И самое важное, что вам вот это основной посыл, как вам сделать себя здоровыми, вам важно понимать, что ваша энергия распределяется скачками. И после достижения определенной цели наступает спад, вплоть до апатии, депрессии. И вот чтобы этого не происходило, вам крайне важно всегда смотреть на несколько шагов вперед, то есть ставить себе цель. И тогда энергетического спада у вас не случится. Но теперь посмотрим все-таки характерные для вашего знака, какие ошибки вы, скажем так, делаете по второму дому. В чем основная проблема? И здесь у нас ложится паж монет. Поскольку у нас второй дом, как я уже говорила, отвечает за наш ресурс и наши ошибки, которые напрямую влияют на наше состояние здоровья, то есть вредные привычки или же сама по себе ситуация, когда мы не соблюдаем там режим дня, режим питания, то вот здесь паж монет говорит о ситуации некой такой инфантильности или халатности к своему здоровью. Почему? Потому что паж монет – это вы уже бросаете ситуацию тогда и начинаете изучать что-то по своему вопросу, когда уже припекло или скрутило. Вот паж монет, он вас призывает в большей степени к серьезности. Хоть это карта нового опыта, и у вас еще такая проблема. Если вы начинаете углубляться в какую-то ситуацию по состоянию здоровья и прояснять, что же там такого произошло, и видите первые какие-то мельчайшие негативные факторы, вы сразу для себя отодвигаете, закрываете эту тему, не копаетесь в ней, чтобы, знаете, как, и не портить себе настроение, да, и не усугублять ситуацию. Хотя здесь вам нельзя зарывать голову в песок, здесь нужно не только изучать глубоко проблему, но и заниматься вопросами ее лечения и устранения. Смотрим, что у вас здесь по 8 дому. По наследственным заболеваниям, по кризисным состояниям. И у вас здесь падает аркан Солнца. Безусловно, нельзя говорить абсолютно за всех, но, кстати, среди овнов, как представителей основных, да, солнечной энергии, то среди вас крайне мало людей, которые переживают клиническую смерть или уходят каким-то трагическим путем. Понятно, что нельзя сказать за всех, но могу сказать, вас Бог бережет, потому что по Солнцу это все-таки находиться под защитой светил. Помимо всего прочего, о чем здесь говорит Солнце? Это не значит, что у вас нет абсолютно там никаких наследственных заболеваний, они, безусловно, присутствуют, но в вашем случае, если смотреть, они еще напрямую могут быть связаны с кровью или сосудами. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание. Если мы будем смотреть непосредственно 6 дом, что у вас здесь по 6 дому? По 6 дому. Карта, которая говорит, знаете, в первую очередь, как основная рекомендация, чтобы вот не было физического проявления проблем со здоровьем, то есть не было болезней, для вас must have это находиться в состоянии покоя, в состоянии гармонии. Здесь у вас падает аркан умеренность, потому что, напомню еще раз, что такое у нас 6 дом. 6 дом – это у нас манифестация болезни или уже прямое ее выражение в физическом теле. И вот здесь эта карта вам показывает, фактически дает советы и рекомендацию, как можно на это повлиять и как можно это устранить. Поэтому для вас состояние покоя – это просто тема номер 1. Массажи, медитации, молитвы, аффирмации, йога, больше отдыха, релакса, качественный сон. Но все то, что помогает вам восстанавливать ваш энергоресурс, это все поспособствует как и быстрому выздоровлению, если вы болеете, или в принципе профилактикой всех ваших болезней. Потому что, к сожалению, у овнов основной момент из-за неврозов здесь действительно, я не могу сказать за всех, но большинство овнов
присуща излишняя худоба. По крайней мере, даже вот из тех кверентов, которые я анализировала, или те натальные карты, которые я просматривала, еще раз делаю акцент. Это не касается абсолютно всех представителей знака зодиака Овен, но это за счет того, что вы постоянно, знаете, кровь кипит, бурлит, нет выхода вашей энергии. То есть вам нужно это структурировать и, как следствие, сублимировать вашу энергию, направлять ее в нужное русло, а самим находиться в состоянии покоя. Посмотрим и проанализируем, что же здесь у вас по 12-му дому по вопросам заболеваний, по карме. Что здесь? Здесь падает аркан справедливость, у нас же правосудие. Что посеешь, что пожнешь. Но не зря вам здесь так выпало точечное, выпал старший аркан. Вот когда в жизни нет баланса, в первую вам же об этом будет очередь сигналить ваши почки. Поэтому у многих могут быть из-за этого какие-то проблемы или нарушения работы почек. Как это устранить? Вот вам противовес и решение вашей проблемы. Конкретно, вот хоть это и звучит избито и банально, но овны, в вашей жизни все проблемы по здоровью идут от нервов. В частности, почему я сказала, что здесь по 8-му дому Солнца, это кровь и сосуды, потому что овны, как никто, подвержены вопросам инсульта. Поэтому вам обязательно массажи шейной воротниковой зоны, массажи тела, состояние покоя, гимнастика, то есть сама по себе ситуация, когда вы и отдаете энергию вашего Марса, и, знаете, как ее впоследствии стабилизируете. Тогда все будет в норме, и вы сможете избежать этих кризисных состояний. Надеюсь, эта информация вам была во благо. Как я еще раз говорю, предупрежден, значит вооружен, значит, соответственно, вы можете сделать свою жизнь более структурной, качественной и здоровой. Поэтому вам всем здоровья, долгих лет, счастливой, благополучной жизни. И пусть все в вашей жизни идет только в лучшую сторону. Но тем не менее, от вас я буду ожидать под видео обратной связи. Напишите. В особенности мне будет интересно почитать, я думаю, как и другим подписчикам, тех, кто является, назову так в кавычках, истинным овном, кто является овном по Солнцу и по асценденту. Напишите, пожалуйста, характерны ли для вас озвученные и перечисленные болезни. Еще раз напоминаю, что это не значит, что овны не могут болеть ничем другим. Могут, но в большей степени непосредственно эти болезни и эти заболевания характерны для вашего знака. Я вам буду признательна за энергообмен, за ваши лайки, комментарии, донаты, за ваши подписки. Если вы еще до сих пор не подписаны на канал, обязательно это сделайте, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь в лучшую сторону.